Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. И сегодня мы поговорим о том, что происходит в Украине, в России и в мире. И поговорим мы об этом с Аббасом Галямовым, политологом, экс-спичрайтером Кремля. Аббас, добрый день. Подписывайтесь на соцсети Аббаса, они будут по ссылке в описании к этому ролику. Там очень интересный телеграм-канал, я тоже на него подписана. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Аббас, вы написали статью, и я вот коротко для себя название такое для нее обозначила, как «Поколение детей-чекистов протестует против коррупции в окружении отцов из кооператива «Озеро». Правильно ли я поняла ее? Министр Куренков, министр по чрезвычайным ситуациям. Вот они тоже часть этого кружка. Там есть и люди такие более возрастные, кто по возрасту мог бы быть отнесен к, ну, скорее ближе к первому поколению элиты, да, там под 70 уже, типа Белоусова. Но структурно они не являются первым поколением белоусов. Когда Сечин пришел там, условно говоря, с Колчаком в начале 2000-х, он там еще был где-то там мальчик на побегушках. Вот. По-настоящему Белоусов стал ходить, так сказать, во власть уже ну, там, после 2010-го, даже после 2012 года, уже, когда Путин его заметил в аппарате правительства, когда работал премьером. И после этого, после 2012 года, когда вернулся в президентское кресло, стал его, так сказать, за собой тащить. Вот. Белоусов там, так сказать, идеолог этого движения, очень, которое вот... Значит, там вот важно понимать, да, что у этого движения уже формируется идеология. Вы упомянули коррупцию, да, правильно. Коррупция, понятно, что не коррупция персе, так сказать, их волнует, да, что с чего бы, так сказать, в свой карман кладут. Их тревожат последствия, политические последствия коррупции. Они видят, что, значит, это очень серьезный делегитимизирующий систему фактор, против которого они могут возражать. Против войны они не могут возражать, да? Потому что, ну, это же как бы вот личный путинский проект. Поэтому войну они как бы игнорируют, выводят за скобки. Вот. А относительно коррупции они уже предъявляют претензии, правда, конечно же, не к папе, так сказать, не к Путину самому, да? Они верны в этом смысле формуле «царь хороший, бояре плохие». То есть это ни в коем случае нельзя интерпретировать как то, что они там что-то против Путина планируют. Нет. Они, так сказать, пытаются доказать, что они лучшие слуги Путину, чем этот условный кооператив «Озеро». Да? Слишком уж коррумпирован и ворует так, что там людям совсем ничего не остается. В результате протестное настроение усиливается, социальная база режима, так сказать, по сути, умирает. Вот, то есть с людьми не делятся, проще говоря, забирают все себе, люди недовольны, так сказать, и это ослабляет фундамент, так сказать, социальное основание власти. И когда-нибудь это все рухнет. Да? А им же долго править они же собираются, они же только-только вот входят во власть, они на десятилетия вперед, так сказать, планируют. Да? И поэтому они говорят, что коррупция, так сказать, это вот в таком виде, в каком она сейчас у нас существует, вот этот рынок вообще сложившийся, это все, так сказать, плохо, это зло. Надо снова все огосударствовать. Это тут чувствуется рука Белоусова. Белоусов, как известный дирижист и поклонник Госплана и прочего советского опыта. Вот, поэтому они, значит, 2 недели назад вышла статья в РБК, написанная одним из видных членов этого кружка, министром по, это называется, Министерство по делам по развитию Дальнего Востока и Арктики. Вот, он, Чкунков, он тоже член этого кружка, повторюсь, он написал статью, в которой прямо говорит, что, по сути, вот капитализм себя не оправдал, ну, там он говорит, что предпринимательский класс не оправдал оказанного ему доверия, так сказать, бизнес-сообщество не сумело придать, вот у них было там, условно говоря, там 30-35 лет, они не сумели придать достаточный импульс для развития России, долгосрочного развития России, поэтому слишком они там корыстолюбивы, слишком они, так сказать, все себе в карман, да, поэтому надо, так сказать, возвращать эти функции государству. То есть он начисто игнорирует тот факт, что государство это чиновники, а чиновники, они и есть коррупционеры, собственно говоря, да, вот. Но вот этот факт он игнорирует, так сказать, и говорит, надо вот о государствлении, значит, на началах, так сказать, служения народу, там, ну, в общем, много там пустозвонства такого, да, но он это описывает как патриотический социализм. Вот, надо к нему вернуться, так сказать, да, мощные социальные проекты нужны, гораздо больше надо людям отдавать, чем мы сейчас отдаем, прям в разы.
Вот. Ну, то есть план, строго говоря, у них заключается в том, чтобы огосударствить, ну, как минимум, часть того, что у государства сперли вот это первое поколение условной Ротенберги. Поэтому, кстати, важно заметить, что у Ротенберга уже тоже есть сыновья. Да, у Ротенбергов, там, у Патрушева, там, и у Сечина, и у Ковальчуков. Ну, вот, и они тоже все во власть входят, так сказать. Но, значит, их в этом кружке нет. Да, вот детей члена кооператива «Озеро», так сказать, там нет, потому что кооператив «Озеро» это, так сказать, уже вполне оформившееся, так сказать, с их точки зрения, это оформившееся в их терминологии зло. И поэтому надо, так сказать, вот часть из того, что сперли эти жулики из кооператива «Озеро», так сказать, отнять у них, да, и вернуть государству. И уже с этого вот, так сказать, куста срывать плоды, так сказать, и отдавать народу. И тогда мы заткнем, так сказать, глотки недовольным, люди снова будут сытые, их уровень жизни будет расти, как это было в 2000-е годы, будут расти рейтинги, все эти претензии оппозиционеров по поводу отсутствия демократии или там войны, там, или еще что-то, снова будут людям неинтересны. Вот они сейчас становятся интересны, потому что люди оголодали. Да? Когда люди живут все хуже, они начинают искать политические причины в происходящем. Да? И рано или поздно они начинают прислушиваться к проклятым либералам и говорят себе, может, действительно проблема в том, что у нас демократии, так сказать, нет, автократия и клептократия. Вот. А если люди будут сыты и довольны, то снова как 2000-е они демократам скажут, да идите к черту, там, да, значит, прозападные придурки. Да, и рейтинг демократов с нынешних там условных 35 упадет снова до 5, как он был там в начале 2000-х. Вот. И это такая у них надежда. Я, значит, совершенно не утверждаю, что им это удастся. Но пока вот у них план вот примерно такой. А насколько вообще элиты и население может поддерживать такой переход к какой-то своеобразной социалистической чучхе? Смотрите, очень важный вопрос, Татьяна. Значит, если бы не фактор репрессий, то я бы сказал, ничего не получится. Как говорят, знаете, изверишься в алтыне, не поверят в рубле. Ну, то есть, и к ним уже доверие минимальное. Слушайте, они, поскольку они лояльны к Путину, да, они в первую очередь, когда ты слышишь, что они говорят, ну, господи, член правительства нынешнего выступает, понимаете? То есть, никакая не оппозиция. Вот. И что бы он уже не говорил, слушать не будут там. Да идите вы к черту, так сказать. Да? Ну, мы же вас знаем уже как облупленных. Да, вы 25 лет у власти, все, засиделись, хватит. Значит, но с учетом фактора репрессий, когда люди не могут их свергнуть, да, ну им приходится терпеть этих людей. И тут уже вот включается такой фактор, ну, может быть, они все-таки наконец-то образумятся, что-нибудь сделают там, да. Ну, поскольку совсем жить, вот, не имея возможности от них избавиться и жить в ненависти к ним, напрочь утратив всякие, так сказать, иллюзии по поводу этого всего. Ну, большинство так не способно. Меньшинство способно. Большинство все-таки хочет, ну, какой-то позитив там перед собой иметь, какую-то веру, знаете. Это сродни вот этой формуле «обмануть меня несложно, я сам обманываться рад». Да? Вот ситуация, когда я могу реально сменить власть, да, я ее меняю. И тогда я не обманусь. А когда я не могу сменять, я начинаю сам искать резоны, которые примирят меня с этой неприятной окружающей действительности. Так, когда приходит зима, вы знаете, Татьяна, маленький офф-топ, я, значит, переехал в Израиль, и я долгие годы, живя в России, я там каждое лето, когда жара приходила, я страдал. Вот реально после 23 градусов плюс 23 я не мог не включить кондиционер. То есть я считал, что все душно уже. Да, открытые окна меня не спасали. Вот после даже 22, ну там 23, вот у меня прям стандарт был. Я включал кондиционер и все. И пока ниже не падала температура, я его уже не включал. И когда я переезжал в Израиль, я думал, ну все, ну как я тут буду жить? Я так сказать, буду страдать. Вот. Что-то я, знаете, потому что лето, видимо, я сейчас понял, что я как бы не в ту сторону веду. Я утешал себя тем, что, значит, я не про лето хотел сказать, я про зиму, строго говоря. Ну, Значит, имеется в виду, что вам приходится мириться с тем, что есть, да, в конечном итоге. Вы это вот хотели сказать. Я утешал себя тем, что в зиме тоже есть своя прелесть. Да? И я реально себя убеждал. Я убедился в том, что я люблю осень, люблю зиму.
Значит, и только когда я сюда приехал и лишился этой осени и зимы, я понял, как на самом деле я их не любил, как тяжело мне было с ними. Я сам себя убеждал просто, поскольку, ну, вот это была форма адаптации. А сейчас когда сюда приехал, я от них избавился, я счастлив. То есть мне очень нравится израильская зима, нравится израильская осень, которая, по сути, наше лето. Вот. В общем, и вот это такая форма адаптации к тому, что ты не можешь изменить. Поэтому, когда они услышат что-то про социализм, поскольку избавиться от этих людей они все равно не могут, да, очень многие, не в элитах, конечно, в это не поверят. А вот в Нет, так я понимаю, что они элиты простонародье, собираются немножко, как бы, как это называется, ну, раздевать, так сказать. Ну, они же ну, да, собираются ну, отбирать у них что-то, да, чтобы... да, да, ну, смотрите, да, конечно, собираются отнимать, и это людям не понравится, но если этот проект благословит Путин, и они будут контролировать силовиков, эти люди, ну, тогда элиты никакого сопротивления не окажут. Вот. Во всяком случае, ну, пока вот в нынешней ситуации, когда, если они это все будут делать в ситуации резкого ослабления власти, ну, тогда да, тогда какое-то сопротивление возможно. Значит, а народ в целом, он купится, так сказать, вынужденно, скажет, ну да, не слушай, ладно, ну, как бы вот социализм мы еще не строили при вас, так сказать, да? То есть все остальное мы уже слышали, а вот социализм, может быть, действительно, давайте посмотрим. Ну, то есть, наконец-то вы заговорили о правильных вещах, о социальной справедливости, о том, что там, значит, надо делиться с народом, там, да. И это все не просто слова, а уже ну, вырождается в некий, конвертируется в некий реальный политический проект. Да, и люди могут ну, согласиться какое-то время еще, так сказать, посидеть, подождать результатов этого эксперимента. Повторюсь, опять же, исключительно потому, что, ну, а куда деваться? Свергнуть все равно не можем. Ну, давайте будем надеяться тогда. Вот как-то такое отношение будет. А возможно ли вообще повторение бунта Пригожина? Вот фундаментальные причины же, в принципе, есть. Война, обнищание, социальная несправедливость. Но нужны какие-то триггеры, я так понимаю, да? Вот я слышала в одном из интервью, говорили об этом. Да, конечно. И Значит, что может быть такими триггерами? да, вообще все, что угодно. Вот как в Башкирии полоснуло полгода назад. Да? На самом деле, ну, историю любой революции берешь, и ты видишь, что стригерить могут совершенно ну, неожиданные вещи, как в Иране последние события из-за смерти Махсы Амини. Кто ее знал? Совершенно безвестная девочка из провинции, там, приехавшая в Тегеран, да, и вот видите, как ну, на уши все стало. Вот. Иногда это сфальсифицированные выборы, да, ну, это часто встречающаяся история. Иногда это совершенно неожиданные вещи, как смерть Макса Амини или там вовремя не завезли хлеб и голодный бунт значит, в феврале 2017 года. Вот. Надо понимать, что есть реальные причины значит, у любой революции, а есть формальные поводы. Они далеко не всегда совпадают друг с другом, даже обычно не совпадают. И вот эти фундаментальные причины, они на самом деле в значительной степени уже сложились. Да, теперь дело за формальным поводом, и когда накопятся правильные эмоции, это комбинация эмоций раздражения в отношении властей, возмущения даже скорее, да, и плюс ощущение, что власть слабеет, и протест не бесполезен, есть какая-то надежда. Потому что без надежды люди не бунтуют, конечно. И вот, значит, когда вот эти правильные эмоции сложатся, это взорвется по какому-то формально случайному даже основанию, поскольку фундаментальные вообще вот причины, они есть. Ощущение, что власть абсолютно неправедная, вот, есть у огромного числа людей, ну, как минимум треть, реально там настроена антипутински, вот, режимно, значит, лоялистов меньше трети. Да, но остальные такие колеблющиеся, но колеблющиеся, которые, в принципе, за режим точно не будут врубаться, когда эта треть выступит, да, треть, которая антирежимная. Вот, и даже если, ну, так сказать, ну, власть дрогнет, то и большинство присоединится, так сказать, ну, хотя бы морально, там, да, может, на улице не выйдут, но морально они будут это поддерживать, это тоже важно, так, когда ты приходишь с уличного протеста, там, да, и разговариваешь с соседями, с членами семьи, там, с друзьям звонишь, и от всех слышишь: о, круто, вы молодцы, ребята, вообще, да, но это тебя, так сказать, вот, создает ощущение, что ты на правильной стороне истории. Вот, значит, поэтому триггернуть может что угодно. Теперь, что касается нового пригожинского мятежа,
Теоретически, конечно, что-то там в армии возможно, в том смысле, что война ложится все более тяжким бременем, значит, на плечи армии. Она чувствуется там, такое разложение идет уже, да. Значит, нужен кто-то, кто вот, после Пригожина был вот генерал Попов, но видите, его, значит, закрыли. И армия все-таки, его закрыли грамотно, его не сразу из армии забрали, его сначала забрали, отправили в Сирию, да, вроде что бунтовать в тот момент, когда его отправили в Сирию. Вот, его же не уволили, ни в тюрьму не посадили, но некоторым образом даже повышение, за гранд-командировку, так сказать, уехал, да. Поэтому недовольны, побурчали, так сказать, проглотили. А через год после этого его, когда посадили, тоже недовольны, побурчали, но вроде уже что, он уже год как не в нашей армии, так сказать, он уже чужой человек. Он сам уехал, да, согласился с этой Сирией. То есть власти в этом смысле грамотно организовали разбивку. Вот, поэтому не полыхнуло. Значит, но если какой-нибудь такой новый Попов появится, то в следующий раз может и полыхнуть. Надо, чтобы накопилось вот это ощущение, что война слишком бесперспективна, слишком опасна, да, и легче идти в сторону Москвы, чем в сторону, так сказать, Киева. Вот. Вообще, надо понимать, что военная среда, она все-таки наиболее консервативная, значит, наиболее иерархичная, поэтому обычно она поддается разложению вот такому революционному, в последнюю очередь. То есть сам социум, гражданка, что называется, разлагается быстрее. Но, конечно, между армией и гражданской, так сказать, нет такого водораздела какого-то, прям китайской стены такой. Да, то есть эти настроения постепенно из гражданки постепенно проникают и туда, и просто это не очень быстрый процесс, и постепенно эрозия так сказать, происходит. Что помогло Пригожину бунтовать, это то, что все-таки у Вагнера сложилась такая своя собственная, очень мощная идентичность. Группа с собственной идентичностью, вот она легче революционизируется. Да, она противопоставляет себя всему остальному, так сказать, быдлу, то есть вот они терпилы, а мы не такие, мы настоящие, так сказать, пираты. Вот. Больше ни у кого, только у кадыровцев такая штука есть, да, но поскольку там ключевой фактор этнический все-таки, презрение по отношению ко всем не чеченцам, в том числе и к русским, вот, то есть русские для них, Путин для них это дойная корова. Они ему формально, так сказать, рапортуют, да, но в глубине души, конечно, когда между собой там сидят и очередной транш денег делят, так сказать, да, смеются над ними и говорят, типа, какие дураки были эти Дудаев, там, да, значит, со своими ичкерийцами, значит, которые вместо того, чтобы их доить, воевали с ними. Вот как надо, так сказать. Вот, поэтому... А вы видели этот фильм про Кадырова, кстати, который вот проект снял большой? Целиком я его не смотрел, он, конечно, слишком большой. Но похоже вам на правду? Резюме прочитал, то есть я в общих чертах имею представление. Поскольку я и до этого примерно представлял себе, что это такое, да, то сказать, что какие-то революционные открытия для себя сделал, я не скажу. То есть хорошо, что такой фильм вышел, я с огромным уважением отношусь к его авторам, так сказать. Работа, вот, лично я все-таки не смотрел, вот так сказать. В общем, вот нету таких групп вот теперь, как а-ля Вагнер, да, с собственной очень сильной идентичностью. Ведь Пригожин в этой группе был реально популярен. То есть он реально был отец родной. Я это правда, я сумел сам это проверить. Нашел через там общих знакомых, значит, вагнеров, там те, кто отслужил, и те, кто выжил, и те, кто вернулись, да, и чуть-чуть вот поспрашивал через общих знакомых, так сказать, что да как. И они все лояльны к Пригожину. Знаете, что самое интересное? Что в плюс ему ставят? Что он был абсолютно честным, он не врал, когда их вербовал в тюрьмах. Он честно всем показывал. 12 зэков мне такое говорили в интервью, что он правду говорил. Вот типа Шойгу, Герасимова мы не уважаем, это черти что, а не армия. А вот Пригожин нам честно сказал, пацаны, будет тяжело. Но вы можете... Честно сказал, что будет тяжело, шансов выжить не очень много. Но те, кто выживут, те будут, так сказать, там на золоте, так сказать, кушать, в бархате ходить. Такая опричнина, знаете. Вот, и... там полгода отслужите и все. Дальше реально откинетесь.
Кто захочет, останется, кто не захочет, уйдет. И через полгода они все получили возможность уйти, он сдержал свое слово. И это настолько непривычно для нашего человека, оказывается, что кто-то из власть придержащих держит слово, что они обалдели, они прям все в него влюбились. То есть до последнего, пока они воевали, они все еще чуть-чуть сомневались, так сказать, ну, сдержит, не сдержит. Да? Ну, они видели, что он держит по ходу дела, так сказать, все, что, ну, то есть он за них бьется, там, отстаивает их интересы в публичном политическом пространстве, им это нравилось, он, так сказать, заставил всю государственную систему воспевать этих маргиналов. То есть они же привыкли, что они маргиналы, да, а тут вдруг они в героях, в патриотах ходят, там вся страна на них молится, да, им это нравилось. Кто организовал? Пригожин организовал. Но в глубине души все равно было такое еще ощущение, ну, неужели, ну, людей же не хватает, ну, неужели через полгода возьмут и отпустят со всеми этими деньгами, так сказать, которые нам дали. И берут, отпускают, и все видят, даже те, кто остаются, ну, видят, что те, кто служил, уезжают на гражданку, там, созваниваемся, значит, общаемся, они счастливы, там, пришли на гражданку, там, кого хотят, значит, насилуют, полиция от них прячется, вот, значит, денег куча, ну, вообще развели малину. И они вот реально стали воспринимать Пригожина как бога, потому что, оказывается, можно, то есть они настолько привыкли, что власть придержащие врут и не держат слова, да, что Пригожин только на одном том, что он не врал, реально взлетел и поднялся, значит, до небес в их глазах. Он был там практически богом. Да? И вот такая структура с собственной идентичностью и с вождем, которому доверяют, ну вот она способна творить чудеса. Сейчас такого я не вижу. Да? Вот это, да, и там попытался изобразить из себя, так сказать, Наполеона генерал Попов, но, видите, он же тоже был не очень, так сказать, настойчив, последователен. Ну, то есть он что, там записал пару обращений и уехал в Сирию. Да, и все, как бы, и исчез. У него просто не было настолько независимости, как у Пригожина. Пригожин все-таки был и финансово независим более, и... Да не был он, не-не-не, Татьяна, не был он финансово независим. Это же потом, по ходу дела, когда вот, ну, он стал реально врагом системы, и все это стали вскрывать, как раз миф о том, что Пригожин какой-то суперэффективный бизнесмен, там в Африке выстроил. Сначала же казалось, что ничего себе, он в Африке сумел такой мощный бизнес организовать, так сказать. А наемники в обмен на добычу золота. Я понимаю, что он работал все равно на главное разведывательное управление, но он хотя бы официально был, юридически официально, да, как они выставляли это, что это независимая ЧВК. И он себя и вел как владелец независимой ЧВК, ну, даже его наезда на Шойгу и на Герасимова. Попов себе до такой степени не смог позволить. Я не случайно упомянул Наполеона, значит, и в структуре действующей армии, если ты, так сказать, не тряпка, а настоящий воин, каковыми они пытаются себя изобразить, так сказать, да, то ты, в принципе, и будучи формально военным, никаким не ЧВКшником, да, способен реально стать популярным, возглавить этих людей, свергнуть слабеющий режим, как Наполеон поступил с директорией, да, и возглавить страну. Вот. Поэтому, ну, я не готов оправдывать этих трусов, которые там утираются, значит, Супергра! Когда им там Пригожин в лицо, когда начальство их, значит, ни во что не ставя, посылает их там на смерть их людей, значит, вот, начальство, которое придумало идиотский план вторжения, там, идиотскую войну придумало, закончился это просто позором, посрамили, так сказать, русское оружие, там, да, напрочь вообще. Ну, то есть все, вот все эти легенды, мифы о непобедимости русской армии, там, можно в помойку уже спускать. Значит, понимаете, вот эти все наследия там столетние, там, от, не знаю, от Дмитрия Донского, от Святослава, там, да, значит, до Наполеона Кутузова, Кутузова и Суворова, там, да, вот, все вот обнулили эти вот, кто? Режим, Путин, а эти все, ничтоже сумняшися, там, значит, ходят, там, под козырек берут, так что, не, я их оправдывать не буду, тряпкой. Хотела бы отметить, что те, кто был в основном коллективе «Вагнер», не так уже позитивно отзываются о
Пригожине. Ну и, в принципе, даже и о самом этом, как его, Дмитрию Уткину, у которого был позывной «Вагнер». То есть они считают их Это такими... вы говорите, когда? Это сейчас? Сейчас, да, вот я пишу интервью время от времени с Так одним это же из... год прошел. А? Не, слушайте, Татьяна, поражение делегитимизируют. Все, Пригожин год назад спекся. Ну, они говорят о том, что все-таки были моменты, когда они, например, там не могли оставаться в Вагнере, когда вот Вагнеру дали задание зачистки полевых командиров Донецка и Луганска. Ну, помните, в 2014-2015 году вдруг прокатилась такая волна убийств странных командиров вот там вот на Донбассе. Ну, и оказалось, что... Да. И ну, там даже не Моторола, там именно те, которые возглавляли свои какие-то отряды. И оказалось, что это было задание, которое дали вагнеровцам. И вот у меня есть вот этот знакомый, который в Гааге сейчас дает показания, и он говорит, я не смог там с этим мириться, я уехал в Сирию. Я сказал, я там с вами по Украине больше работать не буду. Так это же не Пригожинский проект. Пригожин тогда в Вагнере еще не было, мне кажется. Да, тогда еще был Уткин. Но я ему, когда сказала, что о Пригожине очень хорошо отзывались зэки, он мне говорит, это неправда. Не всегда Пригожин держал свое слово. Ну, я могу сказать? Я вам говорю, Татьяна, что говорит наемник, который с ним работал, конечно. Татьяна, смотрите, вот вы ровно подтверждаете то, о чем я сказал, что поражение делегитимизирует. Конечно, никто не идеален, мифологизация так и происходит. Ты все те вещи негативные, которые не соответствуют мифу, начинаешь игнорировать, закрываешь на них глаза и говоришь, о, Пригожин держит слово. Он, может, всего один раз его сдержал там, да, а 10 раз не сдержал. Но ты, поскольку ты там под его началом служишь, твоя судьба от него зависит, вот, ты начинаешь, вот, ты концентрируешься на этом одном и игнорируешь те 9. Понимаете? Так происходит мифологизация, да, и ты начинаешь его воспевать. А когда его нет, он умер, и ты уже от другого зависишь, от кого-то, да, ты начинаешь вспоминать про эти 9 и начинаешь говорить, ну, вообще-то не всегда он слово держал, да это и один раз по этому поводу он держал, да это тоже не очень важно было. Ну, вот так и происходит демифологизация. Все, ты проиграл, ты лузер. Не любят люди быть в команде лузеров, понимаете? Вот. И то, что происходит, это происходит сейчас. То есть вот эти люди там стали вспоминать о том, что Пригожин тоже был не идеален сейчас, по истечению какого-то времени после его смерти. И это совсем не то же самое, что они говорили бы это тогда, когда он был на коне, так сказать. Когда он был на коне, ничего этого слышно не было. У меня еще вопрос все-таки по поводу вот ситуации в той же Махачкале, Дербенте. Что это было? Это бунт против произвола правоохранителей, потому что убивали-то они в основном правоохранителей? Или это все-таки исламский терроризм какой-то? Вот какой-то... Так это одно и то же. Это, значит, бунт против беспредела начальства, оформленный в терминах радикального ислама, который становится все более популярным в мусульманской среде, именно потому что он естественным образом вытекает, вот эта исламизация, так сказать, ориентация на исламский фундаментализм, естественным образом вытекает из всего государственного дискурса. Так сказать, да, весь дискурс объявляет любой модерн, любую современность злом, разложением, значит, а все хорошее, оно там позади. То есть наша задача не идти вперед, а возвращаться назад. Вот миф о золотом веке. Так, значит, когда любая архаика объявляется, так сказать, скрепой, условно говоря, там домашнее насилие, вот выходят эти попы из православной церкви, так сказать, и начинают рассказывать, что там закон о запрете домашнего насилия принимать ни в коем случае нельзя, потому что духовная наша истинная духовная скрепа, это, так сказать, вот этот домострой, да, когда мужик там должен побивать свою бабу, извините за этот термин, но они же, это же есть домострой, да. Вот. И, значит, помню, я читал историю про, значит, где-то в 16 веке, ну, где-то в конце, по-моему, 16 века, в начале 17-го, в Москве появилась так называемая немецкая слобода. Первый такой массовый импорт, значит, специалистов, профессионалов в разных там, значит, ремеслах был организован из Европы. И, значит, я почитал жизнеописание, значит, одного немца, который приехал, значит, туда вот в Москву, женился на какой-то там русской красавице, любил ее там бесконечно. Вот. А она тоже в нем души не чаяла, но она страдала, потому что он ее не бил. Ей казалось, что
не может быть настоящей любви. Вот тогда формула была на Руси такая: бьет, значит любит. Вот. И он ее не бил, и она прям страдала. То есть, и перед подругами, так сказать, было стыдно, да, потому что, а что у вас там, это мужик, который не бьет свою бабу, так сказать, извините опять за выражение, это чуть ли не как импотент. И она, значит, страдала, плакала, так сказать, жаловалась на жизнь ему. Ну и он, в конце концов, поскольку он ее любил, он, так сказать, закрыв глаза, в какой-то момент там дал ей подзатыльник, значит. Она там от радости взвизгнула, он понял, что ей нравится, добавил. В итоге он ее начал колотить так, в общем, что в конце концов убил. Вот. Короче, и вот эти выходят, это было там, повторюсь, в начале 17 века. А прошло там более 300 лет, значит, и эти попы, нынешние РПЦ, выходят и говорят, что вот это оно и есть, так сказать, наше там исконное, понимаете? А мусульмане на это смотрят, а у них исконное это хадис и пророк, это вот тот самый изначальный ислам, каким он был, очищенный от всей вот наносной, так сказать, скверны, каким он был при, значит, пророке и при так называемых 4 праведных халифах. Вот. То есть исламский фундаментализм, вообще в любой религии фундаментализм – это попытка откинуть все те напластования, которые по мере развития религии, так сказать, появились, позднейшие интерпретации, обряды, там, да, новые там какие-то святые, там, да, вот это все откидываем, чертовой матери, это все неправда. Наша задача вернуться к изначальному писанию, к чистой Библии в случае там с протестантским фундаментализмом, соло скриптура, так сказать, формула протестантское вот этого восстания 17 века, да, формула реформации. Вот, соло скриптура исключительно писанием, так сказать, да. А в случае с исламом это вот ваххабизм, это припасть опять к изначальным истокам. Ну, то есть это соответствует вот этому всему государственному дискурсу, да, когда любой модерн объявляется плохим, и надо вот вернуться к истокам. Поэтому, значит, единороссы, значит, люди из системы, да, вы же знаете, что среди террористов были дети главы районной администрации. То есть они, с одной стороны, значит, видят, что они соль земли, государственная пропаганда все время преподносит вот этот традиционализм, воспевает его. Они преломляют это пускают это через призму ислама, понимают, что ваххабиты со своим учением не так уж и не правы, а вообще-то по сути так они правы, да, и они идут туда. А ваххабизм, помимо прочего, значит, проповедует и бесконечный джихад по отношению к неверным. И в какой-то момент ты понимаешь, что вообще-то мы живем под властью неверных. Да еще неверных, которые вообще неправедные. Только что дядю посадили, да, вот у этих же, значит, террористов, там у кого-то из них дядю арестовали вот только что в рамках уголовного дела против Дагэнерго, да. И это что же мы должны их терпеть, этих геуров там, так сказать, вот, и сначала они берут в руки Коран, поскольку их Путин там подталкивает, говорит, давайте к традиционализму. Ну, а потом, спустя какое-то время, берут в руки автомат. Да, и это реальный синтез власти и террора, и исламского фундаментализма. Это не или, как вы меня спросили. Это и. И пока, поскольку общий дискурс, ориентация на там, возрождение всякой архаики не меняется, все продолжается в этом направлении, ну так этот террор, я боюсь, никуда не уйдет, никуда не денется, и это будет продолжаться, и это, боюсь, не последний теракт, по которому мы услышали. Да, скажите, а каково влияние на настроение вот эти обстрелы, которые усилились сейчас российских территорий, Крыма? Мы до конца не знаем, да, что там было на пляже в Севастополе, это была отклонившаяся ракета или это был какой-то ПВО, которое тоже там на части, да, распадается, как, например, С-300, С-400, это же такие, оттуда вылетают кусочки. Непонятно, да, но люди все равно погибли, дети погибли. Другой вопрос, зачем они туда ехали, конечно, но, тем не менее, они все равно погибли. А как это влияет все на настроение в Российской Федерации? Знаете, сейчас некое привыкание к этому произошло. Ну, и поначалу это был шок. Это был шок, который работал реально против власти. То есть возникло ощущение, что, значит, там, врут, когда говорят, что война идет по плану. Не может быть это частью плана, да? Вот. Но теперь
постепенно происходит привыкание, это перестает быть актуальной новостью. Но на заднем фоне, как такая постоянно присутствующая зубная боль, такая нудная, знаете, не очень, может, сильная, но нудная, вот оно есть. Да, и в какой-то момент, когда вот общее, вот когда триггернет то, о чем вы меня спрашивали чуть раньше по какому-то поводу, вот тогда и эта штука тоже актуализируется. Ну, то есть там, когда вот в такие моменты люди начинают вытаскивать все претензии. Да и вообще вы затеяли войну, в результате втравили, так сказать, народ в эту авантюру, сами там прячетесь в бункерах, а народ гибнет. Да, от Белгорода до Крыма. Значит, вы там, сволочи, вы нас кинули вообще. Вы обещали, что нам Киев за 3 дня. В итоге мы что получили? Когда мы у себя дома не можем чувствовать себя в безопасности. То есть это сейчас это не очень актуальная проблема для властей с точки зрения общественного мнения. Но это все в какой-то момент очень сильно это взлетит, да, и это очень сильно революционизирует ситуацию. Потому что это, конечно же, яркое доказательство того, что вы врете, когда говорите, что все идет по плану, и вообще ни черта вы эту войну не выигрываете. Нельзя сказать, что вы выигрываете, когда, значит, вместо того, чтобы убивать врага, враг убивает нас. Ну, то есть это же очень простая война, это очень простая, примитивная, такая первобытная, некоторым образом, да, значит, архетипическая такая штука. Тут вот очень трудно людей обмануть. Ну, там, либо ты убил, либо тебя убили. Пиаром не справишься. Одним пиаром тут не справишься. Да, конечно. Ты что бы ты ни говорил, да, ну, там один лежит в виде трупа, а другой над ним стоит, так сказать, живой. Вот и все. И там Соловьев будет глотку драть, значит, там, не знаю, Чукунков будет 1000 статей там писать, значит, про социализм, пытаясь людей от этого отвлечь. И это все будет ерунда. Вот. Путин, на самом деле, сам конвертировал в политику вот в нечто такое, где уже даже его пропаганда бессильна. Сегодня вот я сделал перепост, буквально час назад новые данные Медиаскопа вышли, продолжающееся падение, значит, телепросмотров, падение популярности российской пропаганды. Народ переключается на телеканалы, вот, где нет политического вещания. То есть пропаганду слушать больше не хотят. Да, позитивно. Это надеюсь, что и дальше будут продолжать не хотеть слушать ее. Deutsche Welle сообщила, что Российская Федерация уже официально вербует женщин, заключенных на войну. Они есть уже даже на фронте. Появились кадры российских женщин в штурмовых атаках. Ну, зэков имеется в виду, да, вот женщин-зэков. А какие вообще будут последствия таких решений внутри Российской Федерации? Ну, это тоже, конечно же, в какой-то что-то неправильное происходит. Потому что, у войны не женское лицо, так сказать, да, есть архетипические представления, значит, и, конечно же, это не есть good, когда женщин отправляют на фронт, и они гибнут, даже если они зайчики. Вот, и это еще одно доказательство того, что дело у вас швах, ребята, да. Потому что если бы вы, как вы говорите, там все идет по плану и побеждали бы, не было бы необходимости отправлять на фронт женщин. Сейчас это тоже не очень актуально, пока власть сильна, люди боятся репрессий, поэтому претензии они не предъявляют. Но идет накопление вот этих всех доказательств того, что власть неправедная и дела идут совсем не в том направлении, в каком должны идти. Следующий вопрос. А что мобилизованных? Они так хорошо начали, так громко делали свои митинги, мы всех их поддерживали, мне казалось, все правильно. А вот сейчас мы их вообще не слышим. А что случилось? Почему? Запугали? Я не исключаю, что запугали. То есть из того, что я слышал, чекисты активизировались, угрожали родственникам, в том числе мужьям там, поэтому, может быть, и удалось запугать. Может быть, они просто чуть-чуть все-таки, то есть им не удалось своего добиться, да, формы протеста, которые они до этого использовали, не привели к резкой массовизации, так сказать, их движения, да. У них были какие-то наметки, какие-то идеи, там они пытались расширить там сферу деятельности, занявшись, например, такой правозащитой уже, да, поиском, например, пропавших без вести, очень много же пропавших без вести, да, и к женам обращаются родственники очень часто. И они пытались этим заниматься.
Вот, то есть, может быть, это связано вот с некой там пока переформатированием, попыткой найти новые формы деятельности. Может быть, просто, ну, выдохлись, так сказать, руки опустились. Но это всегда бывает, да. На каком-то этапе, значит, ты начинаешь чувствовать, что все бесполезно, что бы мы ни делали, значит, ни к чему хорошему не ведет, да, и ты просто ложишься там на диван и лежишь, так сказать. Ну вот, надо быть очень сильным внутренне целостным человеком, таким, каким был, например, Навальный, да, чтобы вот преодолевать эту апатию. Но это жены мобилизованных, это другие люди. Это же это не политическая публика, они политизировались вынужденно. Вот. А внутренней потребности там, интересоваться политикой, заниматься политикой у них, в принципе, исторически же не было. Это же очень аполитичная группа населения. Момент, Вот. когда и политика в этот момент заинтересовалась вами и отправила ваших мужей умирать, а вас это в вот тюрьму. та самая классическая история. Они сами это постоянно говорили, подчеркивали, что они обращались к людям, мы были дурами, значит, и не понимали, что эта формула правильная. Ну так вы, пожалуйста, не будьте дураками. Смотрите на нас, учитесь на наших, так сказать, ошибках. Да? Давайте бороться с мобилизацией уже сейчас, потому что, значит, если мы не сделаем это сейчас, то когда наши мужья кончатся, придут за вашими. Вот и они правы в этом смысле. И новая волна мобилизации, я совершенно ее не исключаю. Ну, то есть, мне кажется, в какой-то момент власть вынуждена будет на это пойти. Потому что число желающих идти за деньги воевать, отдавать свои жизни, оно не может быть бесконечным. Очень хорошие материалы, я анонсирую вам, тоже скажу, на Верстке вышло видео с контрактником, который подписал контракт из-за денег, потом попал на фронт сначала там на восток, потом попал вот на Харьковское направление и в конце концов через «Идите лесом» там как-то через Армению вылетел в Европу и дал им интервью. То есть это вот не заключенные, да, с которыми я обычно разговариваю, а именно такой типичный перебежчик, контрактник, пошедший за деньги. И он рассказывает страшные вещи, конечно. Прям совсем страшное. То есть я жен мобилизованных... Спасибо, почитаю. Там видео, да, вы говорите? Там видео, наверняка есть текст на Верстке, но и видео, прям интервью. Всегда же интересно увидеть реакцию человека, да, как он рассказывает это, какие у него глаза. Верстка молодцы, они умеют найти такие интересные вещи. У них сильный главред, да, и они время от времени радуют такими интересными материалами. Как вообще вам результаты работы Белоусова? Коррупцию победили, всю армию отдели, Харьков Суму взяли, может быть? Да нет, Татьяна, вы шутите, что ли? Значит, у нас есть очень сильный, я считаю, может быть, самым сильным социологом из практикующих. Не людей, так сказать, науки, да, там другая иерархия, а вот из практикующих, значит, Белановский. И он в Фейсбуке так время от времени там пишет свои заметки. Он там в России по-прежнему, поэтому он вынужден быть, значит, аккуратным. Значит, но вот он про Белоусова несколько текстов написал. Он очень внимательно чувствуется за Белоусовым, следит, то есть там прям вот новости с его участием, видео смотрит, так сказать. И у него главный лейтмотив, что я, так сказать, думал, что это такой, значит, российский шпеер. Да, напомню, это был министр вооружений нацистской Германии, который вошел в историю как мегаэффективный менеджер. Он не был, строго говоря, таким нацистом, да, он, значит, был технократом скорее, таким не очень идеологизированным, да, его очень любил Гитлер. И, изначально он был архитектором, но в какой-то момент, значит, Гитлер его сделал министром по делам вооружений, и тот реально организовал качественную работу своего ведомства, промышленности, и вот насколько можно было для Германии, которая воевала на два фронта, так сказать, ни в чем не нуждаться, да, это, там, Шпеер организовал. Вот. И поэтому это такая, знаете, это уже именно нарицательное для высокоэффективного технократа, который служит тоталитарному режиму. Вот. И Голановский пишет: я-то думал, что это такой российский шпеер, а это, значит, какой-то конь в пальто. Условно говоря, он как по-другому выразился. То есть клоун.
Вот. Я с самого начала, в общем-то, ну, примерно зная, так сказать, Белоусова, чем он занимался, я с самого начала говорил, можно старое интервью найти, значит, что он же теоретик, он никогда не занимался оперативным управлением, значит, он стратегии там писал всегда. Подтверждаю, вы Вот, это говорили даже, по-моему, у меня в интервью. может быть, да. И поэтому ну, ждать от него каких-то чудес, вот, ну, как бы нет никаких оснований. А за счет стратегии ты ничего не изменишь, потому что наши, ну, вот при Путине сложившиеся механизмы управления, они просто не оставляют места стратегиям. Там все делается вот ad hoc, так, что называется, да, вот спонтанно. Значит, поэтому ну, стратегии пишутся, кладутся на дальние полки, так сказать, и потом лежат там, пылятся. Вот. А в реальной жизни просто ну, ты либо хороший менеджер, да, умеешь одновременно, так сказать, держать в голове там 1000 дел. Представляете, сколько решений ежедневно должен принимать министр обороны, да, в воюющей стране. Значит, он ну, каждую минуту там должен, я не знаю, принимать 60 решений, по одному решению в секунду. Это невозможно. Поэтому крайне важно уметь, вот, во-первых, не стрессовать в этой ситуации, да, когда ты хватаешься за все и паникуешь, да, значит, а ты умеешь выделить главное, и каждую секунду это делать надо. Потому что новые вопросы все появляются, да, и ты каждую секунду вот этот планы пересматриваешь, так сказать, и в какой-то момент ты, значит, их ну, там, то есть меняешь их структуру, какие-то там передаешь заместителям, но контролируешь исполнение, какие-то еще менее важные передаешь заместителям и уже не контролируешь исполнение, значит, какие-то решаешь сам, с какими-то идешь к Путину, так сказать, с какими-то там звонишь премьеру, там, да, ну, и это прям непрерывный поток 24 часа в сутки, вот. Откуда Белоусов, он никогда в жизни этим ничем не занимался, понимаете? С чего Белоусов вдруг вот тут, так сказать, процвести? Обычно люди стратегии с этим не справляются. Ну, то есть бывают гении, которые, наверное, значит, вот и то могут. Но это крайне редкая история. Вот, поэтому я, честно говоря, сразу сказал, что я не верю в то, что Белоусов на что-то сможет повлиять, и не очень даже следил за этим. Вот, Белоновский следит, повторюсь. И вот он так это сформулировал. Так что ничего он там не победит, ничего не изменит, превратится в очередного такого Шойгу. Собственно, это уже происходит. Он уже несет чушь, он лжет. Вот, он опять рассказывает о этих великих победах, так сказать, да, об успехах русского оружия. Ничего не меняется. Ну и главное, что не меняется же глава Генштаба, который, собственно, ввел Ну, да, армию да. в ситуацию, потому что все-таки Может он быть, знаете, прежде что? всего отвечает за... Может быть, знаете, что Белоусов сможет сделать? Это не то, что видно на поверхности. Вот этого мы и не увидим. И я думаю, ради этого Путин, собственно говоря, его назначил. Белоусов все-таки, в отличие от Шойгу, понимает ситуацию в экономике страны во всех ее отраслях. И его задача, мне кажется, вот с точки зрения Путина, это как раз не полностью погружаться в дела Минобороны, в оперативное управление, продолжать одним глазом следить за ситуацией в экономике страны и время от времени приходить к Путину не просто со словами: Владимир Владимирович, мне надо еще 1000 танков, да, и, условно говоря, 1 триллион. А где ты это возьмешь, это не моя проблема. Я же министр обороны. Да? Вот Шойгу так делал. И Путин от этого устал. Потому что ну, денег в экономике все меньше, и ситуация ухудшается, и это каждый день ходит, и по триллиону просит, условно говоря. Вот. И он хочет, чтобы приходил Белоусов, понимающий ситуацию в экономике страны, со словами, не просто словами «дай триллион», а где ты его возьмешь, твое дело, а со словами: Владимир Владимирович, мне триллион нужен для там, создания, строительства 1000 танков. И я, значит, думаю, что вот у металлургов, у них там сверхприбыль, да, благодаря ценовой конъюнктуре за последние там, полгода. И они заработали там, условно говоря, 500 миллиардов сверх того, что им нужно для выживания, для там, реинвестирования, воспроизводства, так сказать, да. И мы сейчас можем ввести там новый дополнительный налог такой разовый, да, значит, и изъять эту сверхприбыль на нужды СВО. А еще 500 миллиардов мы возьмем там по 100 от сельского хозяйства у них есть, там можно чуть-чуть там фермерам дотации урезать, значит, и строительные отрасли, там трали-вали, ну там
И все, и Путину расклад даст. И Путину не надо голову ломать, где взять эти деньги. Да? Белоусов будет приходить и говорить: Владимир Владимирович, они вам там, Мишустин, там, Мантуров, Новак, да, члены правительства, будут говорить, что денег нет, имейте в виду, врут. Вот есть вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот это он, может быть, и будет делать. И я думаю, Путин ради этого его туда, собственно говоря, и поставил. То есть такой министр обороны на самообеспечении, который должен еще придумать, где взять деньги. Да. Но это же Россия. Ты не можешь быть министром и не заниматься оперативным управлением. Тогда никто не будет заниматься оперативным управлением в своем министерстве. Поэтому этот план, мне кажется, они не смогут реализовать. То есть Белоусов будет приходить к Путину, все это говорить, и деньги будут находиться, но эти деньги будут тратиться Министерством обороны все менее эффективно. Потому что замы, каждый там начнет что-то чекрыжить, откладывать в сторону, перекладывать ответственность на подчиненных. Ну, то есть классическая российская бюрократия начнет работать, да. А Белоусов, он в эти дела не вникает, он не умеет, он, повторюсь, никогда не занимался оперативной работой. В общем, как-то так, мне кажется. Последний вопрос от меня, и у нас 3 вопроса, как я вам и обещала, от наших зрителей. Значит, вопрос от меня, мы с вами как раз переписывались, когда Орбан был на пресс-конференции с Зеленским, я вам даже фотографию отправила, одну из первых, наверное. И вопрос, зачем, собственно, он приезжал? Он передавал ультиматум Путина вот, о том, что там прекращайте стрелять, сдавайтесь и так далее. Или он должен был вызвать отказ Зеленского от остановки огня для дальнейшего использования этого отказа в пиар-целях, как в России, так и в мире? Да, и вот второе, я не дали, как вчера кому-то из ваших коллег, давая интервью, тут прямо ровно это говорил. Я сказал, что они с Путиным добились того, что Зеленский выглядит агрессором, человеком, который отвергает мирный план. И сначала отверг мирный план Путина недельной давности, теперь, значит, мирный план Орбана отверг. Я извиняюсь, там был такой мирный план, знаете, типа, давайте мирно, сдайтесь мне, сдайте мне области все. Поскольку Путин предложил такой мирный план, что у людей, даже у Трампа, так сказать, волосы дыбом стали, да, то это тот факт, что Зеленский его отверг, не сильно сработал против Зеленского. Вот, он больше сработал против Путина, чем против Зеленского, этот план. Поэтому понадобилось вдогонку отправлять Орбана, да, чтобы, значит, теперь вот он отверг перемирие, так сказать. Да? То есть это борьба за общественное мнение, которое хочет мира и в России, и во всем мире. Да? Это попытка вот противопоставить, значит, плохого Зеленского хорошему Путину. Один хочет мира, другой не хочет мира. Но там есть, я думаю, помимо прочего, еще и личные амбиции самого Орбана, который почувствовал, я думаю, значит, вот изменение риторики Зеленского. Ну, тот же действительно заговорил о том, что вот, если раньше говорил никаких переговоров с Россией, там граница 91 года, то тут вдруг не только он, да, украинские власти все заговорили, что на следующий саммит в Швейцарии мы там, на следующий саммит после швейцарского, значит, через несколько месяцев мы уже будем вместе с Россией, предложим план прекращения, и долго воевать мы не будем, слишком много людей погибло. Ну, то есть речь о границе 91 года не идет. Да, и Орбан, возможно, почувствовал, что украинцы, так сказать, слабеют, они это осознали, они уже готовы к переговорам, и я сейчас могу лавры, так сказать, миротворца заполучить. То есть многие пытались их помирить, а кто смог, Орбан смог. Вот. И, наверное, и это тоже у него что-то такое присутствовало. То есть отчасти он подыгрывал Путину, отчасти искренне пытался вот себя, так сказать, там вот показать в качестве эффективного переговорщика. Ну, хоть украинские школы в Венгрии разрешили наконец-то открыть, и то спасибо. Знаете, мы так, хоть маленькие какие-то достижения. С паршивой овцы в печерских плов, да? Да, извините, еще один от меня вопрос. Было сегодня 30 ракет выпущено с территории Ливана в направлении Израиля. Больше 30 ракет. А что у вас там происходит, если можно объяснить? А там израильтяне убили сегодня утром или вчера вечером, я не помню. Я утром новость увидел. Значит, убили какого-то очень важного генерала Хизбаллы, командующего там 3, по-моему, дивизиями, которые как раз вот все 3, которые воюют, не дивизия или бригада, я уж не знаю, что у них там, я же не военный. Ну, что-то, в общем, те подразделения, которые как раз вот на юге, собственно говоря, воюют с Израилем, ведут обстрелы. И вот этого большого генерала израильские там, значит, военные его вычислили и грохнули. И в таких ситуациях Хизбалла всегда обстреливает. Вот.
Вопрос, значит, от нашего зрителя. Могут ли недра принадлежать народу России, а не минимальному проценту собственников? Ну, вот эти, о чем я говорил в самом начале, Чекунков и вся эта прочая тихоновская братья, они вот с этой идеей вылезли. Вот. На самом деле, ну, конечно, в результате получится... Перераспределение собственности, наверное, мне так кажется. Они не будут принадлежать народу ни в коем случае, они будут принадлежать бюрократии. Вот сейчас они принадлежат частникам, которые когда-то там договорились с бюрократией и отчекрыжили это в обмен на взятки. Вот. А теперь это будет принадлежать, снова вернется к самой бюрократии. Вот. Как-то так. Следующий вопрос тоже от нашего зрителя. Это Токаев встречался и лично, а Путина нет. Это открытое неуважение к Токаева, к Путину. Почему он так себя ведет? Слушайте, ну да, когда Токаев приехал, встретил Си Цзиньпиня лично в аэропорту, а Путина не поехал, не встретил, и это, конечно, бросается в глаза. И на Востоке этим церемониям очень большое значение придают. На Западе придают им гораздо меньше. Там тоже есть дипломатический протокол, но это все-таки не как бы... Ну, это помните, не все. Токаев на каком-то форуме даже прям в открытую высказывал Путину, что вот ваша там агрессия против Украины, это все неправильно. Это было, какой-то то ли Петербургский форум, то ли еще что-то, какое-то мероприятие, и там модерировала Симонян, и она что-то вообразила, ну, это вот ошибка, значит, знаете, вот связана с... Она сама молится на Путина, да, он же для нее начальник, и ей кажется, что, ну, все должны так вот молиться. Ну, сейчас я принесу, так сказать, Путину голову Токаева на блюдечке. Да, я ему задам вопрос, и он не сможет при Путине, в лицо Путину сказать что-то негативное. Она сама не может на такое пойти, да, и она думает, что все остальные такие. А Токаев смог. Да, то есть она решила лихой кавалерийской атакой, так сказать, захватить город. Вот. Ну и налетела на эшелонированную оборону, так сказать, противника, да, и была посрамлена и обращена вспять, в бегство. Значит, да, она в лоб задала такой вопрос. Вот, то есть он сам не напрашивался, это не он сказал. Ну, то есть сказал он, но не он, это не было частью его заранее запланированного выступления, с которым он приехал там вот в Россию и выступил, да. Нет, он отвечал на вопрос Симонян, но поскольку вопрос был наглый, ну, то есть возьми и поддержи нас. Но если он хочет вас поддержать, он вас поддержит. Что ты его заставляешь? Он же, ну, не мальчик вообще-то. Он же не какой-то там, извините, проститутка или красотство там, значит, который там выслуживается, значит, за деньги. Вот. Ну, он президент страны. Вот. И она ведет себя так, как будто он кроссовки какой-то. Ну, и вот получила по зубам, так сказать. Вот. Ну, Токаев, конечно же, ему все это происходящее не нравится. Казахстанцам это, конечно же, все не нравится. Потому что вообще никому в СНГ это не нравится, потому что они все это экстраполируют на себя. Ого, да, они совсем там охренели, так сказать. Ну, то есть, если они на Украину так сумели напасть, ну, так они на любого, получается, смогут напасть. Везде есть какое-то количество русскоязычных жителей. Организовать, ну, то есть просто спецоперации ФСБ, организуешь какое-то количество жалоб от них, там несколько телесюжетов, даже Симонян там, значит, начнет истерить в эфире у Соловьева. Гиркин до посадки, кстати, говорил, что Казахстан следующий мы обязательно должны захватить эту страну. Да, конечно. Понятно, что, ну, Токаеву и вообще казахстанцам это не нравится, да, и поэтому, ну, видимо, вот они решили, что пришла пора, так сказать, продемонстрировать Путину свое к нему отношение. Ну и последний вопрос, почему вагнера пошли в Ахмат? Ну, у меня есть ответ, но, может быть, вы хотите ответить. Почему вагнера пошли в Ахмат? Да. Ну, часть вагнеров не пошло в российскую армию, да, а они или уволились там, или пошли в Ахмат. Почему так? Не знаю, вы же с ними интервью даете, скажи. Не, ну они просто, они вообще не верят в российскую армию. Они считают, что это убожество и что максимум это мясные штурмы, это то, что их там ждет. Да, я думаю. А Ахмат хоть более-менее независимый. Тик-ток войска, вот, там ты будешь в большей безопасности.
Да, обычно они на фронте практически не появляются. Спасибо большое, Аббас. Мы уже даже с вами перебрали. Нас больше нескольких тысяч людей, по-моему, даже смотрит сейчас. Подписывайтесь на соцсети Аббаса. Они будут по ссылке в описании к этому ролику. Очень отличный телеграм-канал. Рекомендую. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Увидимся на следующей неделе. До свидания, Аббас. Большое спасибо. Спасибо, до свидания.